Девочки и мальчики, приветствую вас всех на своем канале Амадея Таро. С вами Вероника. И сегодня будет очень интимная тема расклада. Звучать она будет следующим образом. Что бы вам хотели передать предки, духи вашего рода, по поводу того, а стоит ли вам работать на кладбище? Если кто уже этим занимается, возможно, какую-то информацию вам хотят передать. Если кто сомневается, ну, сами понимаете, информация, конечно, это тонкая. И тема, как я уже сказала, интимная, потому что работать на кладбище, я бы сказала, в верном ключе нужно уметь и знать как. Но, тем не менее, может на будущее вам информация пригодится. Может быть, вы начнете искать. Может, вы понимаете, что вас что-то тянет. Может, вам уже были знаки какие-то определенные. В любом случае, смотрите, любую информацию, будьте так любезны, проверяйте через свои источники. Это ваш род, это ваша интуиция. Это вообще все, что касается именно вашего родового древа. То есть здесь нужна налаженная связь именно с ними. Так, вот как я и обещала, проработала я, не скажу, что полностью, в идеале, оккультное таро, о котором я вам говорила. Очень интересная колода, конечно. Так мне никто из вас и не написал, где можно достать этот оригинал. Вот, ну ладненько, может быть, кто-то еще из вас отзовется, то буду очень вам благодарна. Итак, 4 колоды карт будет сегодня у нас. Вы определяетесь с вашим вариантом. Какая информация будет идти, я, честно сказать, не знаю. Вот, но тема эта зрела с полнолуния у меня. Ну и сегодня пришло ее время, видимо. Итак, первый голубой, второй белый, третий зеленый. Сегодня у нас по вариантам, по выкладке их все стандартно, на удивление, как никогда. Так, давайте поглядим по подготовке карт. Здесь идет творческий подъем. Уж не знаю, для кого из вас эта информацион идет, но... То есть вы здесь, понимаете, вы учитесь некой хитрости, некоторому лавированию, но в хорошем ключе, дабы что-то создать свое. Поняли, да, вот как? Ну, это не говорит о кубле змей, конечно, но вы как бы источник, а к вам будут притягиваться люди. Уж не знаю, кто что из вас там задумал. Ну, вот так вот. По Таро Веретника карта учения выпадает. Следующая карта скрытый умысел. Загадка и погост. Для кого-то, возможно, информация будет еще скрыта. Кто-то не готов, кто-то, ну, кардинально против этого настроен. Либо же еще какие-то моменты, но там интересно так. Ух ты, вы прям через работу на кладбище определенную силу и власть получите, ребят. Так, карты я тасовала. Что здесь у нас? Ну, то есть, я, конечно, не знаю, кто попадет на этот расклад. Уж смотрите сами, будет ли с вами резонировать. Но здесь, ну, люди вот показывают Таро, что... Ну, это оракул, конечно. Здесь целительство через кладбище. Понимаете? Ну, то есть, очень даже таки интересно. То есть, я тасовала карты, но не глядела.
Так, и давайте по оккультному таро я посмотрю буквально чуть-чуть, потому что колода тяжелая. Многие из вас, возможно, испугаются, напугаются. Может, кто-то не поймет чего-то. Но информация по этим картам идет такая, что получите хороших фамильяров, которые помогут вам вернуть либо человека, который, вот знаете, вот либо ситуация, в которой вас предали, обманули, может, на деньги кинули, вот вернуть вам, либо человека, которого украли, да, у вас там привороты, отвороты, вот это вся белиберда. Либо же деньги, может, кто у кого что. Вот при работе через кладбище вы это возвернуть можете. Здесь, знаете, как в глобальном смысле возврат того, что от вас утекло, убежало. Те же крадники, власть какая-то, может, вы должны были пойти на повышение, а вам как, блок выставили, да? То есть интересненько. Ну, будем глядеть. Так, эту колоду я не буду переворачивать, потому что говорю, что энергии от нее, конечно, жестковатые идут. А там смотрите сами, если что, мне отпишитесь, как вам вообще это оккультное таро, зашло, не зашло, легло, не легло. Итак, определяйтесь. Контрольное время. Ну, а я буду приступать к первому варианту. Голубые камушки. Я вас приветствую. Такой вот прям сегодня серьезный расклад. Ух ты, ух ты, ух ты, понеслась, понеслась. Так, на этих картах я хочу смотреть, что вообще род вам говорит по этому поводу, да, по работе на кладбище. Можно ли, давайте так, можно ли вам работать там на данный период времени, здесь и сейчас? Возможно, через месяц, 3-6 вы проработаете себя и переступите эту черту и пойдете. Либо же кто-то из вас уже работает. Стоит ли вам работать, да, на кладбище? Если работаете, сколько здесь у нас выпало? 3 карты. Давайте тогда по 3 буду выкладывать. Стоит ли работать? Если работаете, то как проходит? Как вот род с вами сотрудничает, да? Давайте вот так скажем на этих местах силы. И как вам относятся именно сами места этих сил, то есть там хозяйка-хозяин кладбища, ну и не только они, давайте так скажем, как воспринимают, да, то есть это если вы не занимаетесь этим, если занимаетесь, то что род вам скажет и что места силы говорят, да. Если не занимаетесь. Ну, ладно, еще если чего, буду докладывать картишки и посмотрим, что там у вас будет. Так. Как бы его... Вот так вот давайте. Так, смотрим. Первый вариант для тех, кто не занимается работами на кладбище, не вникал в это, что вам хочет сказать род. Обалдеть. О том, что род вам поможет в том случае, если вы решитесь на это. Вы через эту практику, да, будете идти к своему древу, из лабиринтов выходить, и род тут будет прям, классно с вами сотрудничать. И он как будто вот вас привлекает, да, вот как будто вот у вас есть уже позывы такие, что пора идти,
А может стоит, а может надо, а может хотя бы нужно узнать информацию в это направление, да? Как, что, к чему там делается. Такая музычка прям интересная началась. Вот. Давайте тогда посмотрим для вас, если вы начнете сотрудничать, да, ну, стоит вам или не стоит, это мы посмотрели. Какой же еще вопрос-то для вас посмотреть, для тех, кто туда не ходит? А давайте так. Если не будете идти на это сотрудничество, как у вас тогда сложится? По магическим войнам, там, по всему этому. Будете подвержены магии, здесь Луна выпала. Здесь человек, который утверждается за счет других, будет на вас магичить, пытаться в вас вызвать эмоции, чувства. Но знаете, с помощью его магии вы, конечно, прокачаете себя по интуиции, это вторая половина. Но и как эта магия еще будет воздействовать? А почему так? Здесь человек считает, что он по справедливости имеет право на вас магически воздействовать, влиять. Возможно, он хочет с вами общего дома, праздника, радости и тому подобное, и поэтому вытягивает вас на борьбу. То есть вот эта ситуация может завершиться, если начнете сотрудничать с родом через погост. Так, хорошо. С этим мы определились. Теперь для тех, кто работает. Что вам род хочет сказать? Здесь от какой-то стабильности переход у вас идет. Род говорит, что так, работать-то вы работаете с темными, со светлыми. Либо у вас дома ваше место силы плюс идет, что-то там от рода есть. Либо же вы на этом кладбище посещаете могилы ваших родственников, ну, которых вы знали при жизни, да? И они вам помогают переход совершить. А куда переход? Туз Пентаклей, основа жизни, ребят. Да, здесь закладка на новое стабильное будущее. Но придется еще немножечко... Придется немножечко, знаете, находиться в таком периоде выносливости, потому что есть некая тайна, что-то вы еще узнаете, какие-то методы для себя откроете в работе. Вам род что-то подскажет. Итак, давайте поглядим, как сами силы на кладбище с вами сотрудничают, вообще, что они о вас там думают, и неплохое. Смотрите, видят вас как королеву мечей, которая приходит исцеляться, исцелять какие-то ситуации, у которой есть планы, которая приходит с четким намерением, с определенным решением. То есть это не «Ой, а что я тут забыла? Ой, а вот это вот». Здесь четко, конкретно по факту. Я иду, потому что это и вот это мне нужно сделать для того, чтобы это и вот это у меня было, а вот этого мне уже не надо. То есть здесь человека видят как целеустремленную личность. Они понимают, что вы исцеляться приходите, что вы твердое намерение имеете и перспективы также простраиваете. Что тут у нас за карты выпали?
Смотрите, здесь силы видят, что вы как бы императрица, да? Женщина, имеющая способности, но у вас была какая-то ситуация, где, вот знаете, как несправедливо по отношению к вам, ну, повели себя люди, близкие к вам, близкое вам окружение. Они вас как в двойку мечей вогнали. Какие-то скованные обстоятельства, а это люди, с которыми гуляли, выпивали, грубо говоря. Да, они вас на выбор какой-то поставили. И вы пересмотрели полностью свое отношение к этим людям. Может, это бывшие друзья. Вот такая у вас ситуация. Итак, сегодня расклад, видимо, обещает быть долгим. Так, давайте по Таро Веретника. Подсказки будут и для тех, кто не занимается, и для тех, кто занимается на вот этих всех. Хотя так, конечно, не очень. В общем, ладно, давайте-ка сейчас подсказки по этому же вопросу от рода для тех, кто не занимается ритуаликой на кладбище. Вы сейчас на распутье, потому что вас отравляют. Вам нужно научиться мстить. Ну, не в том плане, чтобы пылать этой местью, понимаете? Вы должны научиться не сколько мстить, сколько отстаивать себя, не давать себя в обиду. Вот в каком плане идет отомщение. Если вы делаете чистки с собратами, не выходит, не хватает вам тяги, и поэтому вы на распутье. Это для тех, кто не ходит на погост, как бы. Вот для чего вас, ну, души рода туда и зовут. Отомщение, у них как сила прибавится, чтобы, ну, на уровне того негатива ответ дать, понимаете? Потому что на вас, скорее всего, через кладбище делано. То, соответственно, через кладбище вы отдать и почистить себя сможете. Хорошо. Итак, что нам род скажет для тех, кто занимается уже ритуаликой на кладбище? Что вам? Здесь вам предки передадут информацию. Два варианта. Либо ваши недоброжелатели впадут в жертвенность по жизни, либо же предупредят вас о человеке, который захочет вас в жертву вогнать. То есть здесь прям четкое такое намерение, да? Да, здесь откровение от неупокоенных душ вам будет. Так, теперь для тех, кто не ходит, не занимается, что для вас? Давайте за совет посмотрим. Карты были перевернуты, секунду. Глядите, ребят, те, кто не работает на кладбище, что вам род говорит? У вас сильная психика. Это плюс, да, карты перевернутые выпали. Но, понимаете, здесь еще такой идет вопрос, что вам нужна их поддержка, а вы нужны. Вот вы им нужны, а
вопрос в том, что вы, может, меняете место жительства, либо поменяете. Либо же решится у кого-то вопрос с деторождением. Вплоть до этого, что вам род поможет. Вот так вот. Итак, теперь совет для тех, кто уже практикует все это дело. Легкий сумбур получился, но как пошло. Новости какие-то получите о том, что вам новые знания от темных дадут. Возможно, заключение договоров. Да, ребят, здесь помощь рода. И вас выводят на новый уровень жизни. Ну, это если быть кратким. Итак. Теперь достаем волшебную, по-своему волшебную колоду оккультного таро. И первый вариант. Поглядим. Даже не знаю, как правильно здесь задать. Ну, вот само, значит, само. Ребят, здесь такая ситуация, начнете заниматься ритуаликой на кладбище, вам вернут утраченные почести и достоинства. То есть здесь крадники на ваш статус, на что-то ваше. На вашу семью, на вашего человека были крадники. Ну, как, коль переворачивается, значит, так я и оставлю их. То есть здесь вот такая ситуация у вас идет. Это вам все вернется. И знаете, как возвращать будут? Заберут у тех, кто отнял у вас. Плюс уверенность обретете в своих силах. Научитесь магическую войну вести на новом уровне для себя. И здесь еще знаете как, ну да, здесь повышение ваших способностей, интеллекта и но здесь выход на новый уровень идет. И здесь на ментале сможете работать неплохо. И давайте поглядим, чего вам нужно будет опасаться. Кому-то не хочется, чтобы вы это знали. А знаете, вам ничего не нужно опасаться, потому что вы начнете узнавать правду о всем том, о всех тех, кто у вас что, когда украл, кто от вас что прятал, где лгал, что скрывал. И здесь новости к вам будут очень быстро приходить. Прям знаете, как вы вот откроете определенную дверь к своему роду через работу на кладбище, и к вам как поток информации пойдет. Так что здесь классно. Так, ребятки, которые уже занимаются практикой по кладбищу, давайте поглядим, что вам хотят сказать. Вот по первому варианту, кто еще этим не занимается, здесь вас как зовут. Зовут уже, намекают как могут. Так, те, кто практикует, давайте посмотрим, что у вас здесь.
Здесь получите знания какие-то по поводу работы с травами и камнями, получите фамильяров. Также здесь хорошие мороки вам дадут, род вам даст. Ну, как скроет вас от недоброжелателей. Но еще знаете, что у вас здесь будет идти? Будете знать о своих врагах, которые идут на вас войной. Будут вас предупреждать. Больше знаний, больше смелости приобретете. И опять же таки раскрывают информацию о прошлом и будущем вам. Связь начнете ловить, понимаете, сопоставлять, как звенья в одну цепь замкнутся, и вы выстроите какую-то определенную цепочку для себя. Умозаключений, которые вас приведут к каким-то ключам. Вы как смекнете, для чего и что происходило в вашей жизни. Чего опасаться? Ничего, по сути дела, вам опасаться не стоит тоже. Здесь будет род с вами общаться через птиц. Вот знаете, бывают такие ситуации, как будто вот птичка сама за вами ходит, да, и как преследует, что-то как хочет. Вот с помощью птиц общение рода будет с вами. Они вас будут предупреждать. Так что первый вариант. Тут как бы все достойно. Здесь классно. Ну, мне понравилось и для тех, кто не занимается этим, и те, кто занимаются. Здесь хорошо все. Голубые камушки, так что я вас поздравляю. Пишите, пожалуйста, насколько для вас была актуальна данная информация, насколько вам понравился. Ну, вот такая вот тема, да, давайте ее так назовем. Тематика расклада. Интересно ли вам? Вот, оставляйте ваши комментарии, пожалуйста, по этому поводу. Тут, конечно, да, так. Тут по первому варианту такие... Вот родовая такая система, которая, знаете, так четко все по полочкам все рассказывает. И нейтральные они. Пока что к вам выйдут нейтральные. Или выходят уже, да, то есть... Вот так вот. Первый вариант. Желаю вам добра этого мира и новых свершений, ребят, чтобы вы двигались в верном направлении и не сходили с курса. С какого, спросите вы, курса? Наверное, когда каждый из нас понимает, что остается человеком и живет по совести. Не тогда, когда она у нас в доле, а тогда, когда действительно все по совести и от души. Ладненько. Пока-пока. Первый вариант. Итак, второй вариант. Белые камушки. Я вас приветствую. Давайте-ка поглядим, как у вас обстоят дела. Сейчас будем глядеть для тех, кто не практикует,
ничего на кладбище, да? Стоит ли вам вообще этим заниматься? И посмотрим, какая информация от рода идет для тех, кто уже, так сказать, в курсе всех этих нюансов. Так, сразу смотрим для тех, кто не занимается. Если займетесь, стоит, не стоит, что род вам передает. Второй вариант. На удивление. Но к вам тут выйдут предки, которые справедливость вносили при своей жизни. И знаете, дадут вам знания, как восстановить справедливость. Куда, как вам двигаться для этого. Вот так вот, ребятки. Это если вы начнете заниматься. Просвет какой-то увидите для себя лично. Именно в этом вопросе. Так, если не хотите, боитесь, чувствуете не ваше, не будете этим заниматься. Что у вас останется? Ну, тут... Ага. Здесь чистки. Чистки вам от каких-то склоков, споров. Здесь крадники на вас цепляются. Люди ненадежные в вашем окружении. Вот здесь чистки могут проходить. А ну-ка. Да, здесь вашим чисткам могут мешать с помощью магии. Избавиться от вот этого всего. А при работе через кладбище у вас как бы, выйдут те из рода, кто эту справедливость вам поможет восстановить, сбалансировать. Вот так вот. Так, давайте-ка теперь глядим вам. Нет, не этот был. Вот этот. Давайте по Таро Веретника для вас теперь смотрим. Здесь вам известие от рода будет о том, как оберег сделать от нападок. Ой, если обратитесь, да, вот к подобным вещам, защиту получите от... Здесь, знаете, люди пытаются вашу волю сломить вплоть до того, чтобы вы были, знаете, в таком состоянии суицидальном. В прямом смысле этого слова. Вот от этого оберег дадут. Расскажут как. Теперь давайте-ка совет вам. Вот нет, не идет пока. Так, ребята, которые занимаются уже этим всем, давайте вам. Чего-то так карты хотят, чтобы одна колода на двоих, так сказать, сразу поработала, потом следующая не идет. То, как я задумала. В общем, ладно, это мысли вслух у меня. Не обращайте особого внимания. Так, ребята, которые уже занимаются какими-то ритуалами на кладбище, что вам род хочет сказать? Здесь ситуации какие-то закрываются именно с порчами, проклятиями, всякой вот этой ерундой, которая вас тормозила, унижала, заставляла быть в ненормальных отношениях, деструктивных. Если хотите, с модной фразой, токсичными личностями. Здесь вас как вынуждали, знаете,
самоотверженно поступать. Вечные удары, удары, удары. Возможно, это касается семьи. Кто-то в семью влазил. Кто-то мешал вашей радости, понимаете? Бил по семье, по вашей радости, потому что вам приносит радость, если у вас там семьи нет. Ну, в плане муж, жена и дети. Может, даже по вашим родителям били, и такое может быть. И здесь вам передают, что вы в традиции выходите. Что души умерших, ваш род с вами сотрудничает. Так, смотрим теперь для вас, как же эти места, эти силы, да, относятся к вам, как они вас видят, как они вообще с вами на сотрудничество идут. Здесь еще смотрите, что род вам передает. Бьют по семье, хотят деньги забрать. Может мужа увезти, там, может это его мать, которая от него нужно только бабло. Его сестра, там, тетка, я не знаю, дядька, не суть. Бьют по вашей семье из-за бабла. Бесит, что у вас достаток. Вот что род говорит вам. Итак, как сами силы к вам относятся, да, когда вы приходите на кладбище, вот. Магом вас видят. Смотрите, ребята, по второму варианту, кто практикует, поменьше, пожалуйста, именно на этом месте силы, на погостах, на кладбищах, поменьше депрессухи приносите, иначе что? Хочу глянуть. Иначе для вас эти ритуалы тяжело проходят. Понимаете, туда нужно идти с определенным настроем. Они все прекрасно видят, что вы пытаетесь как-то урегулировать ситуацию, да, которая у вас возникла. Вы как бы и с эмоциями. И знаете, вот вы же понимаете, что когда вы впадаете в ненормальное состояние на кладбище, грусть, тоска, злость или тому подобное, на вас сразу же подсаживаются. А если уберете эту тоску, то получите осуществление всех ваших мечт, надежд и тому подобное. Вы, возможно, приходите на могилы своих родственников, да, которых вы знали при жизни, и там вот как-то жалуетесь, разговариваете, у вас слишком болтается эмоциональный фон, понимаете? Нельзя этого там допускать. Для вас это не на пользу идет. Так, что по Таро Веретника? Давайте-ка поглядим вам. Род передает ваш. Ох, интересно сегодня расклад. Загадка, обнуление, чего-то вы не знаете. Ой, вас и дорасят по полной программе. Обсуждают, обмывают вам кости из-за жадности. Ваши деньги не дают кому-то спать. Это тот человек, у которого иллюзии посыпались. Он настроил себе там замков воздушных, это все не сбылось. Он хотел даров судьбы. Да, это родственники вашей второй половины. Это родственники. Они хотели от вашей второй половины только бабло. Они считали, что вот как мы его растили, либо ее растили, теперь пора, ну, плюшки нам, плюшки за это. Там бабло впереди планеты всей рулит. И смотрите, будьте бдительны, ребята, кто уже работает и практикует, там какая-то подлость будет совершена по отношению к вашим защитам, к вашим ангелам-хранителям, могут сдернуть. Да. Из-за того, что они получают определенное наказание, они, то есть вам и защиты нужно, и свой эмоциональный фон поднять. Здесь прорабатывать себя еще так, ну... Поработайте над собой, и все у вас будет классно, я думаю.
уйти от вот этих моментов переживалок и тому подобное. Если ваша вторая половина полностью на вашей стороне, это достойный человек, он дает вам столько же, сколько и вы ему, то будьте любезны, объясните этому человеку, что пора избавляться от деструктивных людей в его жизни в первую очередь, дабы к вам этот деструктив не тянулся. И давайте будем, честны в этой ситуации, вплоть до того, что вы откажетесь от своей второй половины, если она не примет вашу сторону. Иначе вы всегда будете получать по шапке магическими путями. В магических войнах будете сидеть. Если человек рядом с вами достойный, он поймет и примет это. И тут вы узнаете, а ваш ли этот человек. Здесь очень тонкая грань. Понимаете, здесь не цацки-пецки. Здесь нужно нести ответственность. Так, совет для тех, кто не занимается. Совет от рода, да, вот для вас. Выметайте. Да что ж ты будешь делать? Это карта, валят. Так, ладно, давайте-ка я оставлю. Раз так идет. У вас разбалансировка есть, нет умиротворения, и вам надо это приводить в порядок, потому что только так вы приобретете свои знания. Свой дар получите, откроете его в себе. Здесь какой-то у вас еще конфликт по родовой системе идет. Что-то вы конфликтуете, да? А что здесь у вас? Я уже на второй вариант переключилась. Ой. Конфликтуете. В чем-то где-то сейчас, секунду, досмотрю. Вот о чем здесь вам говорят. О том, что вам нужно выметать людей, которые влазят в вашу жизнь. Понимаете? И ваше умиротворение болтают из стороны в сторону. Грубо говоря, здесь вплоть до того, что сосед на вас делает крадники. Понимаете? И тут что-то нерешенное с родом, из-за чего вы что-то не можете для себя как понять, принять. Не могу я В чем конфликт? Вы никак выбор не можете сделать. Вот в чем конфликт, ребята. И поэтому на вас магические воздействия шуруют, шуруют и шуруют. Вас лупят, лупят, лупят до тех пор, пока вы не поймете. Скорее всего, вы уже что-то поняли, но не хотите. Не хотите делать этот выбор. А говорят, нужно. Нужно выметать. Вообще людей, которые вас на этот выбор ставят. Вплоть до такого. Здесь отстаивание собственных границ, ребятки. Так, те, кто уже практикуют, что вам? Ой. Вольты по вам могут делаться. Либо же на фотографию делают, либо как-то пытаются вас сманипулировать. Здесь вам в дороге надо. На новолуние в дорогах быть. Куда? Возможно, вы уже запланировали. Смотрите, здесь на местах силы. Прошу прощения. Заключение договоров. Огонь обязательно в дар принесите. Огнем поработайте, хлеб в дары. Здесь прям дары какие-то серьезные должны быть. Вы должны как что-то в жертву отдать. Короче так, берете вещь, которую вы любите, которая вам нужна. И в подношение отдаете.
И учтите, что этой вещи больше у вас быть не должно в будущем. Вот насколько ценную вещь в дар дадите, настолько больше снимете из себя тяжелых, деструктивных родовых программ, которые связаны с партнерством, с семьей, с вот этой вечной драчкой, когда в семье магичат друг на друга, когда войны там свекрови, да, со снохами устраивают, или как их там, свекровь, и если девочки смотрят меня, то мать мужа, она сноха, да, свекровь, а вы сноха. Ну, короче, вы меня поняли. На новолуние в дороге, что в дорогах? Не делайте то, что вы не хотите делать. Может быть, смотрите, могут опоить вас. Короче, истину какую-то вы получите в дорогах. Но глядите, что вы и у кого едите и пьете. Очень смотрите. Ох, как тут по второму варианту уже, да, так, пожестче энергии пошли. Особенно по вам, вот, ребята, которые на кладбище, может, вы вообще просто к роду ходите, но вам, ну, мы четко, я смотрела, для тех, кто уже работает на кладбище, что вам вот передают. Ну и чего нужно опасаться? Давайте тогда так. Это я смотрю для тех, кто не занимается. Вот для вас информация. Узнаете какую-то информацию по поводу прошлого, настоящего и будущего. Опять карта тут справедливости вам выпадает. Здесь ситуация, когда, знаете, как снисхождение именно... при общении с другими людьми они будут к вам благосклонны. А те, кто вам гадят, особенно женщины, будут жестко наказаны, вплоть до бесплодия. В зависимости от того, что вам люди делали своими крадниками. И вы тут в пентакле выходите. Вы как по справедливости, понимаете, здесь, ну, во-первых, вы получите ответы на все свои вопросы, которые вас интересуют. Вплоть до того, кто из вас будет ковыряться в эзотерике, в мироустройстве, понимаете? Вы копнете вплоть, ну, до таких моментов. И тут вы получить можете и должность, и титул, и в деньгах у вас прибавится. То есть вы здесь свое уже отдавать не будете и получать свои плюхи будете. Так, чего нужно опасаться? Ничего вам не нужно опасаться. К вам люди будут расположены благосклонно, как я и сказала. Вот так вот. Тут тоже хорошо. Я за каждый вот вариант переживаю по поводу вот этой колоды. Почему? Потому что, ну, колода жесткая. И если она покажет, что где-то есть а-та-та, значит, нужно учитывать это а-та-та. Так, теперь я хочу посмотреть, что хотят сказать вам, ребятки, вот вы, кто уже работает. Что у вас тут? Помимо того, что вам нужно огнем выметать эту родовуху деструктивную, через огонь сотрудничать на кладбище, до жертвы приличное принести. Что для вас тут? Давайте вот так. И чего опасаться? Так, пока положу. Здесь то же самое, ребят.
вернете себе все, что принадлежит вам. Почести, достоинства, но заберет у тех, кто отбирал у вас. Тоже открытие определенных тайн, знаний по поводу прошлого, настоящего, будущего. И знаете, здесь прям, ну, показывают, да, что это старшие родственники вашей второй половины, у них заберут все достоинства. Будут их уничтожены, понимаете? Все их сокровища, вот из-за жадности, все же из-за жадности, мать его за ногу, да? Вот это все к вам вернется. И здесь у вас вообще зашибись карта вот эта. Во-первых, будете знать в будущем, кто нападает на вас, когда нападает, что делает, что хочет. И будете прям, у вас, знаете, силы такие выйдут, которые серьезных рангов, давайте я их так назову, да, не последнего ранга, ребята, которые просто будут вам помогать в борьбе. И, кстати, темные из вашего рода вам и дадут это. Так, чего опасаться вам стоит? Ничего не стоит опасаться. Карта говорит о том, что вы будете, ну, все ваши враги, о которых вы будете знать, упоминать. Тут главное, я же говорю, не быть в доле с совестью, а четко, ну, вы четко знаете, вы уверены, оговариваете это Вселенной. Здесь враги ваши просто будут сжигаться в пух и прах. Тоже раскрытие определенных знаний, определенных тайн по поводу прошлого, настоящего и будущего, почему так сложилось, и какие-то знания вы обретаете. Ребят, второй вариант, вот второй, да, вот это вариант, но он распределяется как бы на две группы. Я в восторге от того, что вижу. Так что вот так вот, мальчики и девочки, второй вариант, у вас обстоят дела, что вам род передает. Оставляйте мне, пожалуйста, ваши комментарии. Была ли вам полезна данная информация, интересно ли вам было поглядеть такой раскладик, вот. Нет, нет, да и выстрелит у меня расклад все равно большой, такой пожестче, которые идут. Вот. Пишите мне также темы для раскладов. И добра вам этого мира, второй вариант. И благосклонности вашего рода, дабы вы достигли того, чего желаете, дабы справедливость восторжествовала у вас, и чтобы все, что у вас было отобрано, ну, вы смогли вернуть, отстоять себя и идти дальше, и занять по праву вам принадлежащий трон. Пока-пока, ребят. Итак, третий вариант. Зеленые камушки. Я вас приветствую сегодня на нашем интимном раскладе о погосте. Давайте сейчас посмотрим, что же вам желает сказать род по этому поводу. Что он вообще думает на этот счет, да? И что вам необходимо передать, как они считают. Так, для тех, кто не занимается работами на кладбище, что вам род хочет сказать? Ух ты, как интересно. Третий вариант. И кто же ко мне здесь пришел?
Ребятки, ну если вы чудовеяли на волеизъявления других людей, время расплаты к вам пришло. Если кто этим не занимался, сейчас для вас не время, вы не в ресурсе, чтобы работать на погосте. Вот так-то. Третий вариант для тех, кто не работает. Может, сейчас не работаете, а раньше делали? Это в худшем, да? Кто сюда может прийти, хотя я хочу сказать, что чиститесь здесь, да, очищаетесь. Хочу что сказать, что здесь для людей вообще мой канал не несет никакой информации для тех, кто занимается черной магией. То есть влияет на волеизъявления других людей, подсаживая им какие-то определенные программы, мысли, идеи. Но, тем не менее, я озвучу этот момент. И вот те, кто не занимался, да, ерундой, подумываете, вы не в ресурсе, вам нужно что-то почистить. Какой-то оборот должен пройти, допустим, и что тогда? И справедливость восторжествует. Пока что вот так вот у вас. Ну, здесь отработка кармы идет, ребят. Нужна чистка, и тогда будет по справедливости все. Должны, видимо, на вас очень много деструктивных программ, и если вы попретесь на кладбище, ну, вы вообще не в тех энергиях, вас там сожрут. Итак, ну и все-таки задам вопрос, естественно, если не пойдете на него, то что вам вообще род передает? Поднимайте свою духовность, ребят, потому что здесь воздействие есть. Вы под зависимостями. В зависимостях, в общем, сидите и вы поймете, когда пора. Под определенными защитами вы находитесь, но вам нужно обнулить зависимость магическую. Вы сейчас под деструктивными программами. Вот так-то. И только вам решать, сколько вы времени вот, ну, в этой круговерте задержитесь. Сколько вы времени и дней своей жизни на это потратите. Так. Гляжу теперь для тех, кто занимается ритуалами на кладбище. Что вам род передает? Бабах. Ух ты, бля. Ой, извините. Ёпарасота. Уху. Ну, здесь, ребята, ну, блин, я просто снимаю шляпу. Здесь с вами род. Уже знаете, такие... Нет, не основатель, но серьезная из рода, стабильная и ведьмы. И те, которые были там, ну, при должностях, при царях, может, вообще цари были при жизни, да, здесь как бы очень много возле вас. Вы здесь выходите в королеву Пентаклей, вы новый уровень жизни, вы творец своей судьбы, от вас зависит, то есть, ну, на вас нельзя повлиять, вас нельзя никуда развернуть, все, вы творец своей судьбы, вы император своей жизни. Вы тут отстаиваете свои границы, кому надо, блин, надаете по лбу. Когда надо, отойдете, на рожон лезть не будете. То есть, ну здесь ведьмы. Здесь ведьмы. Так.
И как вам места силы относятся, да, когда вы работаете на погосте, на кладбище? Вы жрица, вы провидец, вы маг. Ёпарас, это какие карты, вы звезда. Вы идете к своей цели на меч. Очень хорошо относятся места силы. Они видят, ну, ваш потенциал и, ну, они просто как вас встречают. Вот видите, здесь на карте вот человечек топает среди этой чащи, да, вот он освещает собой путь и идет к звезде, к своей. Здесь, ребят, просто места силы, кладбища, где бы вы ни появились, на каком бы вы ни были, вы с любыми договоритесь, вы все сделаете верно, правильно, по феншую, давайте скажем так. То есть вообще, ну, блин, третий вариант просто отжег те, кто занимаются этим. Я вас поздравляю. Вы тут по интуиции, у вас с родом хорошая связь, вы, знаете, идете по звездам, идете по радарам, просто говоря. А ваш радар — это ваш род, и он вас в счастье выводит. Он щедр к вам. Вознаграждение все вам. В своем отшельнике вы посидели, осознали, приняли, поняли, проанализировали. Так, второй веретника, что нам скажет род через эту колоду для тех, кто, ну вот кому вот нельзя, да, кто и не ходит на кладбище, и кому нельзя. Все-таки какая же вам еще информация? Что вам тут? Смотрите, вам, короче, чистки давайте, вот чистки вам делать нужно, да, защиты, обраты, все вот это, и вам придет известие от рода о том, что пошло отомщение вашим недоброжелателям за ту отраву, которую они вам привносят в жизнь, и тогда у вас уже, ну, сможете и с кладбищем работать. Но еще будьте бдительны, знаете, в каком плане? Если вы делаете чистку с обратом, обраты не долетают, они их сносят. Об этом тоже узнаете, почему не работает. Найдите другой подход, другие ключи, пожалуйста. Возможно, вы еще движимы гордыней, давайте так скажем. Обидами, гордыней. И снимите с себя программы, оно от вас вот это отойдет, и тогда все сработает, как должно сработать, понимаете? Вот эта справедливость выйдет на первый план к вам. Ух ты! Глядите, вот для тех, кто работает, хотела, и карты сами полетели. Ах ты ж падла. Короче, какая-то скотина может через вашего ребенка, через какое-то лицемерие подселить к вам в пространство. Детей, короче, защищайте. Второй вариант для тех, кто работает с кладбищем. Кто-то хочет, ну, короче, те же крадники, там подсел будет, и пофигу, какая цель, да, какая программа. Не давайте, короче, не подпускайте лицемеров, не давайте вами руководить, потому что они очень хотят над вами власть иметь. Подселенцев тут вам накидывают. И знаете, походу, такое впечатление, короче, не могут снести вас, поняли? И лупашат в эту сторону. Это не получилось сюда, сюда, сюда. Давайте с этой стороны подойдем. Там и любовная магия, и крадники, и порчи, и насмерть. И, короче, понимаете, вот, ну, вот такая кабала, вот такое, кони-люди смешались, короче, лишь бы, блядь, сработало. Прошу прощения. Ты смотри-ка, запаяла скотину какую-то, да? Ха-ха-ха. Видать, хлебнула скотинушка-то. Что здесь еще?
Здесь знаете, о чем говорят? О том, что к молитвам вернитесь. Время. Что время? Не впадайте. Короче, не жертвуйте собой ради чего-то, кого-то. Из области, да, я хочу вот этого, но мне надо сделать вот то-то, и, но мне же надо, и пошли туда. Нет, fuck you, каждому, везде и всегда, ну, нет. Делайте то, что вы хотите, короче. Иначе каждый раз, когда вы будете делать не то, что вам по сердцу, от вас как отбирается кусок энергии, и вас можно пробить. Не-не-не, ребята, тут, блин, гнуть только свою линию. Лжец, короче, этот к вам в пространство будет втираться, знаете, как может там что-то для вас сделать, что-то вам предложить. Вот давай я тебе помогу, а давай я решу твои какие-то вопросы. Тра-та-та-ля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 . Знаете, без мыла в попку. Ждет. Ждет. Ой, как ждет. Вы свою жизнь проживаете, а он там, знаете, аж кипит уже, почему не получается. А почему, мать его, не получается? Вы посмотрите, как вас видят, короче, ваши предки и места силы на кладбище. То есть, ну, мать, зная, кого он хочет вообще, она проломить, пробить. Куда? Куда ты лезешь? Ну, блин, этот, понимаете, ваш недоброжелатель тупо камикадзе. Вот что я вам еще могу сказать? Камикадзе. И так еще интересно, ну что по той молитве лично для вас, хочу понять я. Я поняла, это этот, короче, перец, обнаглевший, уж не знаю, он, она там, давайте оно, и будем вот так, короче, вы меня поняли. Оно, короче, там молитвы начитывает, видать, чернокнижник, веретник или что-то типа того, через храм работает. Короче, все хочет вас на распутье, там, чтобы у вас, поняли, мороки, оморочки, там, закидать вашу голову всякой белибердой, лишь бы вы свернули со своего пути. Ну, блин, аж распирает. Слушайте, третий вариант. Кто практикует на кладбище? Что у вас там происходит? А что хочет вообще? Давайте-ка глянь. А что он хочет от вас? Что ему надо? Ты смотри, еще и работы свои закрываешь. Да? Да ты шо? Ты ж моя золотка. Старайся, да, несчастное ты создание. Ну, через искушение хочет вас вывести. Ага. Короче, хочет, знаете как, все, я поняла, что хочет. Защиты ваши сдернуть хочет, чтобы у вас ничего не получалось, хочет. И знаете как, он, короче, к вам не может пробраться, не может вам навредить. Хочет, чтобы ваши дары, видать, пытался сам своровать, не вышло. Хочет, чтобы, вот похер кто, опять-таки, извините, но, блин, у меня прям, ну, тут эмоциональненько меня пробило. Тут такая личность интересная, да? Ну ладно, мы посмотрим, что с ним дальше будет. В следующем раскладе у меня расклад будет, какие же там бумеранги до обрата недоброжелатели наши получили. Смотрите, ваши дары судьбы самому забрать не получается, украсть у вас не получается. Так пусть же их растащут все, кому не лень. Это, знаете, из области того, чтобы стравить вас с людьми, с миром, я не знаю, с кем хотите, вообще со всем миром, лишь бы эти люди... Вот знаете, по хоть маленькому кусочку, но их будет толпа, и они просто разорвут ваш дар. Ваши, ну, дары судьбы, понимаете? Это и продвижение, и статус, и радость, и ваш магический
магический дар. Очень не хочет, он, короче, вот это чудо, Юда, оно не понимает там и половины. Какой половины, блин, 10%, если что-то улавливает от истины, и хорошо. Оно не может понять, как вы исцеляетесь. Оно лупит, а вас не берет, и он не понимает, да что же это такое? А что это такое, дружище? Ты на кого вообще нарвался? Алло? Как это, что это такое? Здесь ведьма в поколении, здесь работа с темными, с белыми. Здесь защиты, фамильяры, здесь вообще машина целая. Куда ты поперся? Кому ты что-то, у кого ты что-то захотел забрать? Проститутка. Извините. Ну, я надеюсь, это не слишком матерное слово. Не, ну, я понимаю, человек тоже должен через вас, ну, набить шишки, видимо, ну, отработать какую-то карму. Я все это понимаю, но знаете, что меня возмущает? Вот, ну, больше всего. А что, ну, а ты сам не попробовал бы себя на подобный уровень вытянуть, да, прежде чем ты дары судьбы у другого человека забираешь? Ты вообще кто такой, чтобы это делать? Вообще трэш, короче. Не, ну тут лупить не жалея. Видимо, вот вам тоже на нем стоит потренироваться чему-то. Так дать хороший обрат. Выдержишь, аль не выдержишь, аль уже с поезда тебя снимут. А, выдержал? А ну-ка давай-ка еще вот это. Ну, такой. Знаете что? Третий вариант, кто практикует. Слушайте, пользуйтесь вот этим вот товарищем, вашим недоброжелателем. Знаете как? Чем больше он вот лепит чернухи на вас, тем больше вы можете скинуть негативной, деструктивной, родовой кармы на этого человека. Пусть он сидит в этих отработках. Пусть его вот эти темные жрут дальше. Ну, мясо, блин. Человек, походу, сам из себя сделал это же мясо. Эту жратву для сущностей. Ну так, а что тогда? Что тогда теряться? Скидывайте весь мусор на него, да и все. Раз ума нема, считай калека. Что здесь еще сказать? Фух, что-то здесь меня прям... Вот нет, ну есть вот такая вот байда, понимаете? Тьфу. Короче. Так, все, совет. По оракулу теней. Идем дальше. Задержались мы тут. Так, совет для тех, кто пока не может пойти на кладбище. Что для вас помимо чисток? Действовать быстро вам надо. Ребята, прекратите манипулировать, прекратите врать самому себе и манипулировать другими, если это еще делаете. И здесь защиты вам нужно проставлять свои. Ой-ой-ой, да. Вам здесь надо очень много работы вложить. Не просто себя почистить, но и защиты. Не помогла одна, следующую. И только после этого вот там можно будет уже идти на то, чтобы справедливость у вас восторжествовала. Вы допустили в своей жизни такую ситуацию, когда вас просто сожрали с помощью черной магии. Вы позволяли на вас накидывать эти программы, и вот оно уже просто на вас осело таким, знаете, комом здоровым. И здесь нужно выгрести, дабы... Ну, это, знаете, вот вы сейчас отталкиваетесь от дна. И когда вы всплывете, ой, я не завидую тем, кто вам делал бяку. Так, теперь... Маги, жрицы, императоры своей судьбы. Давайте для вас совет в этом... Ой, в этом случае, что ли, в этой ситуации.
Ментально работайте, знаете, менталом поработайте с силами, с родом, с фамильярами, в дорогах. Дороги будут у вас. Магия визуализации идет. Вы как раскроете себя. Что там дополнение? Да, слушайте, работайте по менталу, короче, вам дороги в помощь, и вы через ментал прям дадите, да, я вижу, вы идете по своему пути, но ментально будете пока находиться в дорогах, уделите время вашему недоброжелателю, я думаю, вы знаете, кто это. Вы ментально его просто разнесете, если вы когда в дорогах, у вас сила, наполнение идет, вам вот прям поток энергии в вас сваливается. И еще и свои плоды шикарные соберете. Но здесь люди, которые исцеляют другие души, меня смотрят. Итак. Музычка, конечно, такая интересная, но немножечко потише я ее сделаю. Вот. Давайте на оккультном таро посмотрим, что у вас здесь, ребята, по третьему варианту. Так. Тем, кому нельзя. И чего опасаться надо. И давайте сразу для вас. И чего нужно опасаться. Так. Ребят, здесь ситуация по закрытию ненормальных отношений, где вас просто сжирают. Здесь люди-манипуляторы, от них нужно уходить. А вот чему вас учат. Здесь тоже отстаивание своих границ. Здесь все вас штормит, штормит, штормит. Эмоционалки очень много, дофига, я бы сказала. Ребят, будьте здесь осторожны, здесь вплоть до серьезных болезней, до летального исхода. На вас там очень много деструктива делается. Очень, очень, очень много. Пробуйте все, что угодно, из любой религии. Чистка, защита, чистка, защита, чистка, защита. Есть еще у вас шанс. Вы должны стать воином и научиться воевать за свою жизнь, за свою судьбу, за свои блага, а не сливать это. Партнерство неудачное, люди ненадежные. Вот эту программу проходите, глядите, не запустите ее. Так, чего стоит опасаться? Ничего вам не стоит опасаться. Начните воевать, если уже воюете, продолжайте, но ищите новые методы. То есть, штурмуйте любую информацию по чисткам и по защитам. Опасаться вам нечего. Предупреждение насчет болячки есть. По физике может пролупить неплохо. Смотрите, не запустите. И опасаться нечего. Здесь будет примирение с друзьями, если кого потеряли, кто воздействовал, да, допустим, и действительно, истинные друзья от вас отошли из-за магических воздействий. Это все
станет на свои места, люди вернутся. Истинно ваши люди вернутся в ваше пространство. Но только смотрите, с чем будут возвращаться. Вот. Узнаете тоже тайны из прошлого, почему такое настоящее и что вас ждет в будущем. И свои достоинства и почести обретете. Обретете, только не сдавайтесь. Вот так вот для вас. Так, ребята, для которых информация, которые вот занимаются, да, уже ритуаликой на кладбище, что вам? Что вам? Ну, здесь у вас планы простраивания. Вы куда-то курс берете, ребята. Второй император. Началось с императора, и здесь император идет. Здесь у вас такие на защите стоят, которые располагают к вам и друзей, даже ваших врагов, и дают верных людей, верных даже помощников на вашем жизненном пути. Здесь вам помогает, кто знаком. Кто это? Вы понимаете меня, кто вам помогает. Здесь знаете, какие помощники? Вплоть до того, что на вас вот нападают несанкционированно, резко, да? Но также резко могут и, давайте в прямом смысле слова, умереть. Ну, здесь в прямом смысле слова просто откинуть копыта. И, ну, это слишком простой вариант, понимаете? Здесь еще могут и так нормально по чуть-чуть отбирать, поняли? Силы, умения, почести, доблесть, деньги, славу, власть. Здесь, знаете, с таким искушенным этим будет отбор. Но будьте осторожны с этими силами. Ну да, здесь расположение людей больше к вам идет. Ну, прошлое, настоящее и будущее вы и так в состоянии знать и уже простраивать. Ну, простраивать преемственности, да, что случилось, что вы сделали и почему сейчас так получилось, и об этом. Но будьте осторожны, здесь вот идут на вас влияния, короче, вам привороты, видать, фигачат. И хотят снискать вашу благосклонность, вот этот недоброжелатель. Чего стоит опасаться? Ничего не стоит опасаться. Карта Солнца. Единственное, что... Хорошая риторика будет. То есть это... 5-я чакра у вас там прокачана отлично. Люди к вам прислушиваются. Но знаете здесь что еще? Интересно, так, а ну-ка я сейчас загляну на одну карту. Я же сказала, Короче, 3-й вариант. Ребята, глядите, здесь определенная сила и вообще как-то так по этому ряду легли. Будьте, короче, осторожны, контролируйте себя, пожалуйста. То есть, ну, вы несете ответственность за ту силу, которая у вас есть. Но все мы люди, все мы человеки, и нам не чужды эмоции. То есть отказываться от них — это бред. Вот смотрите, если вас сильно спровоцировать на эмоционалку, ну, то есть обидеть, предать, там, понимаете, как бы, да, ну, вообще там, ну там, залетный, вот я же говорю, камикадзе какой-то. Когда вы попадаете на кладбище, к вам приходит определенный
дух. Давайте я скажу так. Ну, кто смотрит, кто в курсе, кто в теме, вы все поймете, найдете для себя подсказки. Так вот, они к вам приходят, и вот вы пришли к могиле, да? Вот этот дух, он меняет местами души в могилах. То есть вы пришли к одной душе, он их меняет, ну, эту душу, которая принадлежит могила, он подсаживает туда более, ну, жесткую, серьезную, такую, знаете, ну, душа, которая там в агонии умирала. В общем, там свои нюансы. Кто практик, вы меня понимаете, о чем я говорю. То есть жесткач. Вы как бы делаете свою работу. Вы на высоких вибрациях идете. А они, знаете, почему это делают? Потому что, ну, вот вы достойны этого. Вы вывезете, и вам нужно это. И знаете, каких душ к вам? То есть те, которые сеют раздор и убивают людей. Я же сказала, здесь залетные камикадзе на вашу территорию просто, ну, в прямом смысле слова, голова с плеч идет. Здесь прям такой идет, ну, я прям как, ну, вижу эту картину, да, и... Ну, человеку непросвещенному, не знающему этого всего, ну, двинуться. Но я, в принципе, понимаю, почему приличный ранг темных так поступает. Потому что вы здесь, знаете как, вы здесь не просто практик, вы практик, который с достоинством, кодексом несет свой дар. Вот. Вот что-то в этом роде мне идет. Вот вы прям, может, не догадываетесь. Пришли, да и пришли, да? Да, смотрите, там, короче, места силы, поняли? Духи, ваш род, они там свое мутят, короче, варят. Может, вы еще что-то не понимаете, не знаете, не готовы, либо не вникаете. Вы взяли курс и вперед, вперед, вперед и вперед. Узнаете, поймете, увидите. Всему свое время. У них там своя кухня, короче говоря, понимаете, своя кухня. И, ну, блин, я не завидую вашим врагам. Недоброжелатель. Точнее, знаете, у вас как бы нет врагов, у них есть вы. Потому что здесь люди по вот этим картам, вы этим не страдаете. Вы не парите голову этой ебурнятиной, у вас вообще, ну, я не знаю, вы как на другой планете находитесь, понимаете? И у вас более высокие цели, и вот это все, оно просто от вас отпадает. Да, может, где-то там вам, ну, как-то постукивают, говорят тук-тук. Как бы что-нибудь там предприми, да, чисто для профилактики. Мы свою работу выполним, как бы запусти процесс. И вот знаете, вот насколько вы проэмоционируете в сторону своего вот этого нападающего, да, на вас, настолько жестко его оштрафуют темные и даже светлые. Потому что вы в свое время, видимо, очень много эмоций отдали. А в вашем нынешнем состоянии, в ваших нынешних вибрациях, любая ваша эмоция драгоценна для Вселенной. Почему? Сейчас объясню. Это не для того, чтобы вы одели корону себе на голову. Это для того, чтобы вы поняли, кто вы. Почему ваша эмоция бесценна? Сейчас объясню. Вы в приподнятом настроении, вас все радует, вы радуете себя, у вас все классно, все хорошо. Вы в ресурсе.
Когда вы в таком ресурсе, к вам приводят человека, допустим, да, для того, чтобы вы ему помогли. У человека серьезная проблема. И, естественно, вы в таком внутреннем балансе, да, вот наполненности в этой, вывезете человека, поможете. А приведут тоже не с легкой ситуацией, понимаете? А там, где уже ваша подмога и помощь нужна будет, действительно нужна. И ваши вот эти вот демоны, ангелы, которые возле вас, на защите вас, они ваши эмоции берегут для вот этого вот толчка в сторону, где творится несправедливость, где вы должны прийти и разрулить, потому что вы можете. Потому что, как я сказала, вот по кодексу, понимаете? Блин, здесь по кодексу, здесь люди чести. Может, у кого-то гипер обострено вот это чувство справедливости. Может и такое быть. В общем, вот так вот, ребятки. Фух, здесь прям нормально так. Прям классно, мне понравилось то, что я увидела. Очень интересно, конечно. Третий вариант. Я вас прошу, напишите, насколько для вас был полезен и интересен вот расклад на такую тему. Будем периодически, возможно, его делать. Или такую же, ну, наподобие тематику, да, будем погружаться вот в это все подальше, поглубже, дабы вот, ну, подрывать эти пласты и узнавать и для себя много чего полезного и того, что нам поможет, да, в работе над собой. Вот так вот. В общем, оставляйте свои комментарии, лайки, подписывайтесь. Кому сильно хочется, и дизлайки оставляйте. Они на самом деле тоже помогают развитию канала, но только не будем говорить нашим злюкам, да, залетным об этом. А так, третий вариант. Я не знаю, чего вам еще пожелать. Я вам добра этого мира, как всегда, но желаю, чтобы вас никто, вот те, кто уже практикуют на кладбище, вот эти вот люди, которые на вот таком уровне, я желаю, чтобы, ну, никто и никогда вас не смог сломить. Возможно, ломали в прошлом, потому что, ну, настолько сильными не становятся так вот с бухты-барахты. Это люди, которые прошли и Крым, и Рым, как говорится. Поэтому вот желаю, чтобы впредь никто и никогда с вашего пути вас не сдвинул, и ничего вашего не украл, не своровал. И, в общем, еще больше вам поддержки и высших, и низших сил, ребят. Пока-пока.